Вы на канале «Интеллигентный пивовар» и с вами я, Николай. Ну что ж, господа, сегодня я считаю, что это будет третья часть, так сказать, цикла карбонизация домашнего пива баллоном с углекислотой СО2. Если вы не смотрели, посмотрите мои предыдущие ролики. Там было про распаковку газобаллонного оборудования, про карбонизацию домашнего пива в кеге Корнелиус и в ПЭТ-бутылке. Сегодня у нас будет третий этап вот этого процесса. Это беспенный розлив пива по бутылкам. А что же это дает, я уже рассказывал, но еще раз повторюсь. То есть, закарбонизировав пиво в кеге, допустим, да, неважно в пластиковой или в металлической, мы его разольем по бутылкам беспенный. Почему? Чтобы сохранить вот этот карбон, вот это насыщение углекислотой в каждой бутылке. Потому что когда многие пивовары карбонизируют естественным образом, в бутылке сразу она надувается, да, там остается довольно большой осадок дрожжей. Вот. Что нам не нужно, я про это уже рассказывал, повторяться не буду. Итак, беспенный розлив нужен специальный аппарат и, соответственно, подключенный к нему баллон с углекислотой. И карбонизированное пиво. Хотя можно, знаете, что сделать? Можно, допустим, карбонизировать пиво в кеге естественным образом, то есть там будет осадок, все, и потом уже под давлением его разлить по бутылкам, и у вас тоже не будет осадка. Итак, в принципе, в нашей стране очень развито два устройства для беспенного розлива пива. Это так называемый Пегас и Айтап. Пегас, насколько я знаю, используется довольно часто профессионалами при розливе, скажем, в магазинах разливного пива, где они из больших таких 30-50 литровых кег разливают по бутылкам уже конкретному клиенту. Вот. Я знаю, что по конструкции он достаточно сложен, и там внутри, в нем есть такой сменный картридж, который через определенное количество циклов нужно менять, ну вот как в водопроводных, допустим, кранах. Вот. И ну, часто используют его, да. И не так давно, в общем-то, на рынке появился такой прибор, как Айтап. Он тоже позволяет беспенно разливать, причем это сделали и придумали наши отечественные люди из Новосибирска. Вот. И он по конструкции проще. Соответственно, чем по конструкции проще, тем его проще разобрать и помыть. И у него нет сменного вот этого картриджа. И стоит он дешевле при прочих равных условиях. И свой выбор я остановил на Айтап. То есть я его выписал по интернету. Вы заметили, у меня здесь коробочка стоит, да. Она пришла. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, что там. И я расскажу дальше, как мы будем это собирать и использовать. Итак, давайте же откроем, посмотрим, что там у нас внутри. Так, ага. Так, что-то, видимо, накладная. Устройство беспенного розлива Айтап. Ложка Айтап для налива в стекло. То есть отдельная такая ложка, сейчас я покажу, она служит для розлива в стеклянной бутылке, а не в ПЭТ-бутылке. Возмещение транспортных услуг. То есть пересылка, вот такой, в принципе, коробочка мне обошлась в 260 рублей. Итак, давайте достанем и посмотрим, что же у нас там внутри. Так, это нам уже не понадобится. Итак, вот оно, устройство для беспенного розлива. Откроем и посмотрим. Кстати, фирма вот Boyle, наши ребята из Новосибирска, гарантия 5 лет. Ну, соответственно, инструкция красивая, с картинками. Все здесь понятно. Все прям расписано, разрисовано. Замечательная инструкция, красивая. Так, это пока уберем. Ага, вот он, господа, сам кран.
Вот такой вот, сделан из хорошей пластмассы, хороший металл, все красиво. Так, это к нему, ну тут надо собирать, в общем-то вот так вот, и он ставится в какую-то стенку, дверь, и в общем-то позволяет наливать. Сюда подключаются шланги подвода пива, сюда подвод газа, а это слив излишней пены. Ну, все равно там немножко будет пениться. Так, тут набор прокладок. И сюда же одевается вот что такое ложка. А вот что такое ложка, не знаю почему ложка, вот, наверное, так похожа, да? Вот, она уже, соответственно, одевается. И вот вы берете раз и задвигаете. Здесь такие уступы есть. Вот. И так, еще тут. И еще, господа, другая ложка. Вот она, наша ложечка. И вот еще два таких вот красненьких держателя. Я сейчас покажу. Они ставятся в ложку там и позволяют переворачивать. Там очень интересно, когда он разболтается через какое-то время, там можно переставить и размер уменьшится. В принципе, знаете что? Вот эти ложки, они довольно похожи вот на вот эти красненькие штучки. Вот ее можно сюда поставить и сюда. Вот эти ложки, посмотрите, они довольно похожи. И отличаются они вот только вот этим посадочным, чтобы нам захватывать бутылку. Вот комплектация сама, да. Ну что ж, давайте сейчас я соберу один из вариантов и покажу, какие бутылки можно, в какие бутылки можно наливать с помощью вот такой ложки, с помощью вот такой ложки. Оказалось, что да, как бы PET-бутылки, они разные. Не переключайтесь, оставайтесь на моем канале. Ну что ж, господа, вот сейчас я установил ложку для розлива в стеклянные бутылки. Вот такие стандартные стеклянные бутылки. Значит, смысл этой ложки в чем? Смысл в том, чтобы прижать горлышко бутылки вот к этой красной резиновой прокладочке, подать давление в бутылку, чтобы выровнять давление в кеге, потому что там же у нас закарбонизированное пиво, и давление там, ну, 1,5-2 атмосфера. Вот. Выравниваем давление в бутылке и в кеге, и после этого открываем подачу пива и регулируем вот этим вот краником. И пиво из одного давления в другое переливается довольно-таки хорошо, потому что если бы из высокого давления в низкое, то оно бы резко пенилось. Итак, то есть у нас вот где-то установлено, вот так вот оно стоит. Значит, для того, чтобы нам установить бутылку, нам нужно повернуть вот эту ложку. То есть мы берем, заводим горлышко бутылки вот так вот, туда вот, да, и ручкой прижимаем. Вот она у меня там, видите, очень плотно горлышком прижалась к вот этой пластиковой штуке. После этого я нажимаю вот эту вот красную кнопку, подаю туда сжатый углекислый газ. Вот. После этого, значит, подаем пиво и, открывая вот этот вот крантик, мы регулируем и перекрываем подачу, сколько нам надо. Потом, соответственно, все происходит обратно. Ну, я сейчас подробно не буду, я потом вам покажу, как я буду реально разливать, потому что на словах это одно, а на деле это другое. Я хотел на самом деле показать сейчас про бутылки, рассказать. То есть стеклянные бутылки и ложки претензий нет. Давайте ее обратно снимем. Вот. Есть еще стеклянные бутылки, так называемые с бугельной пробкой.
Вот видите, вот такая бугельная пробка. Естественно, сюда она у нас не залезет, потому что смотрите, какое расстояние здесь и здесь, за что держаться. Но есть специальные ложки, продаются для бугельных бутылок, тоже у фирмы iTap. Ну, я не купил, потому что, ну, во-первых, там дороговато, уже она стоит, и, ну, пока не надо. То есть, я придумаю способ потом разливать и в такие бутылки. Итак, с этой ложкой у нас все понятно. Давайте же мы ее снимем и поставим ложку для розлива в ПЭТ. Вот, мы ее установили. Итак, как я уже говорил, ПЭТ-бутылки, чтобы разливать, у нас они разные. То есть, вот я рассказывал во второй части про карбонизацию пива. Вот эти 3 витка, видите, да? То есть, соответственно, длина резьбы гораздо больше, чем, вот, допустим, у бутылок, где есть 2 витка. И для розлива, внимание, для розлива пива нам еще важен вот этот вот буртик на бутылках. Потому что за него мы будем прижимать торец вот этот вот к нашей резинке. Вот. Эти бутылки, которые, в принципе, продаются, и в них разливают в пивных магазинах, я думаю, что она нам подойдет великолепно. То есть мы ее вставляем, а нет. Вот такая бутылка у нас не подходит. Давайте посмотрим. Вот такая простая бутылка из-под газировки. Она у нас вошла туда. Ага. Но, смотрите, я полностью ручку довернул до конца, а она у нас не прижалась. Она болтается. Нам не налить, у нас весь углекислый газ выйдет оттуда. Так, а что же мы можем разлить? Вот такую? И такая не подходит. Странно. На самом деле, здесь есть один маленький секрет. Сейчас я вам покажу. Там можно ее перевернуть. Мы вот эту вот красненькую штучку переворачиваем другой стороной, вот так вот. Ну вот, мы поменяли ложку. Давайте же попробуем вот такую бутылку с 3 витками и с низкой посадкой. То есть до конца вставляем и закручиваем. Вот она. Видите, хорошо села. Очень хорошо села у нас бутылка, и мы можем наливать. Теперь вот такие вот бутылки, которые продаются у нас, в принципе, в пиворазливочных магазинах тоже. У них одинаковый бортик, 3 витка. Тоже вот все, она плотно прижалась, плотно держится. Вот. А такая бутылка у нас не прижимается и не держится. Вот. Можем, конечно, перевернуть обратно вот эту красную штучку, про которую я говорил. Но она вообще-то предназначена для того, чтобы после того, как сотрется вот эта вот поверхность ложки, то есть придет. Но в такие бутылки уже можно разливать. Некоторые сюда ставят вкладыш такой, прокладку, да, то есть, которая позволит. Так, давайте сейчас снимем эту ложку и поставим теперь при вот таком положении вот этого красного держателя ложку для стеклянных бутылок. Так, неправильно поставил. Не той стороной, а не той. Вот. Теперь обратите внимание, бутылка у меня туда тоже входит вот нормально. А теперь, внимание, вот эта бутылка
Оказывается, используя стеклянную ложку, можно налить в простые бутылки. Посмотрите. Все, она затянулась. Она плотная. То есть, используя вот эти две ложки для розлива в стекло и для розлива в ПЭТ, я могу разлить практически в любую пластиковую бутылку. Единственное, пока не могу разливать, как я уже говорил, в бугель. Так что, ну что ж, давайте соберем аппарат, подведем углекислоту, подведем с вами, значит, слив и подведем пиво и попробуем разлить, да? Я считаю, что аппарат хороший и должен отработать на свои все 100. Да, еще одна, господа. Посмотрите, то есть она должна ставиться в стенку. И иначе одной рукой, как вы видели, мне сейчас неудобно даже вам было показывать, как нужно разливать. И я, знаете, что сделал? А вот такую вот штуковину, не знаю, видно вам, не видно, похоже на скворечник. Вот такая вот штуковина, вот, из остатков. Вот я ее смастерил, такую вот. И сейчас мы прикрутим, а здесь уже будет стоять баллон и бутылки для слива. То есть как раз мы с вами сможем вот так вот сделать. Сейчас мы с вами покажем. Вот так вот. И гаечкой здесь прикрутить все. Вот так вот прикручиваем на гайку сюда вот. И так, не знаю, с какой лучше стороны показать. Давайте вот так вот. Вот так вот я планирую, что это будет, но я пока не затянул ничего. И уже мы будем вот так вот ставить, затягивать и наливать. Ручка, кстати, может как в одну сторону, так и в другую. Наклоняться я буду наклонять вперед. Ну вот, давайте соберем аппарат дальше. Ну что ж, вот мы с вами собрали кран. И вот наш баллон. Сейчас давайте соберем газовую линию для беспенного розлива. Итак, значит что, в кран нам нужно подать вот сюда, нам нужно подать углекислоту. Для того, чтобы с помощью вот этой кнопки мы могли заполнять бутылки, выравнивать давление в бутылке. Этот же носик, мы на него оденем вот такой силиконовый шланг. И это слив дренажа, так называемый, для того, чтобы пена излишняя, которая будет подниматься из бутылки, сливалась в какую-нибудь другую тару. То есть, чтобы нам не напачкать тут ничего. Итак, давайте же посмотрим баллон. То есть мы использовали для карбонизации. Вот такой шланг был одет у нас.
то есть вот сюда. Мы его снимаем. Для чего? Нам нужно газовую линию поделить на две. То есть одна пойдет в кегу для подкачки, вторая пойдет в кран. Для этого мы ставим вот такой вот тройничок. Вот такой вот тройничок. И нам понадобится 3 трубки. Я вот уже здесь подготовил. Значит, трубку мы одеваем вот сюда. Дальше, наконец, ставим у нее тройник. В одну часть тройника, вот сюда, мы вставляем наш шланг с баллоком, который будет поддавливать кегу. А на другую сторону вот этого тройника мы оденем еще один пустой шланг. И второй его конец мы подадим вот сюда в нашу разливочную головку. Итак, давайте я сейчас соберу газовую линию. Естественно, все это мы будем ставить на хомуты, это обязательно. Итак, давайте я сейчас соберу и покажу. Ну что, вот такая схема у нас получилась. Вот, значит, выход, тройник, баллок, который я одел на кегу. Это у нас будет подвод газа, соответственно, in на кеге. Здесь out, и на out я одену вот такой вот баллок, который выход вот сюда. И, соответственно, конец трубки я подведу вот сюда на подвод к крану. Здесь я все подключил. Сейчас, значит, мне его нужно установить вот сюда. И можно будет пробовать разлить пиво. Сейчас я еще дособеру окончательно и вам покажу. Ну что ж, вот мы собрали нашу установку. То есть я вот подключил баллок. И видно, он уже сразу наполнился у меня темным пивом. Потому что давление все-таки есть в кеге. Вот, давайте откроем баллон. Откроем баллон. Вот, значит, у нас высокого давления показал. Выставим, пока у меня кран закрыт, выставим давление. Ну, я сделаю 1,82. Сейчас мы посмотрим, сколько. Так, вот я запущу давление в кегу. Так. Значит, здесь у меня вот этот дроссель закрыт и кран закрыт. То есть пока все закрыто, чтобы сразу у нас ничего не побежало. Итак, запускаем газ в кегу и подаем газ на аппарат. Значит, давайте добавим еще немножко. Вот, добавил до того момента, пока пузыри вот пошли в кегу. То есть я выровнял давление, в принципе, в кеге и все. Итак, берем бутылку, как я уже объяснял, с 3 витками и закрепляем. Значит, что? Вставляем бутылку и крепко ее поджимаем. То есть все. Второй этап. Нам нужно заполнить ее давление. Для этого нажимаем вот эту кнопку. Бутылка стала каменной. Теперь надо открыть на 90 градусов ручку подачи пива. Открыли. Теперь вот этим вот краном дросселя мы регулируем наполнение. Итак, мы его приоткрываем, и пиво наше начинает заполнять бутылку. Теперь мы его закрываем еще чуть-чуть. Теперь мы ручку подачи газа открываем и выпускаем давление. Для этого открываем снова. Вот у нас лишнее слилось. Многовато я чуть-чуть плеснул.
И все, после этого можно попробовать открыть. Пиво сильно пенится. Да. И мы его закрыли. Вот мы разлили пиво. Ну что ж, это мой первый розлив. Немножко я насвинячил. Но в следующий раз я буду пораньше прикрывать ручку, чтобы не было. Вот.